Я приветствую вас, с вами Лика. Тема нашего расклада сегодня – отношения с мужчиной. Откровенно поговорим, с ним, посмотрим, что вообще на данный момент в ваших отношениях происходит, есть ли они вообще, его мысли, чувства, какие на самом деле он к вам испытывает. Перспективы на будущее заглянем, посмотрим, и что он на самом деле хочет от этих отношений. Что ж, давайте смотреть, что между вами. Разбитое сердце, разлука, потеря друг друга, потеря отношений и скорбь по отношениям в прямом смысле этого слова. То есть вы сейчас не вместе, да, по четверке мечей, тройке мечей у вас вообще нет сейчас развития, его рядом нет, и вот как будто весь мир застыл. Все застыло, и делать ничего не хочется, и желания нет, как будто вот все как потеряло смысл. По восьмерке мечей у вас, смотрите, одни мечи сейчас в отношениях, то есть между вами и обстоятельства те, которые не дают вам быть вместе. Возможно, он не свободен, вы не свободны, либо это может быть и большое расстояние, и в прямом смысле клетка каждого. То есть расстались, поругались, разошлись, и никто не хочет признать свою ошибку, чтобы найти компромисс и решение вообще. Ну, по двойке пентаклей здесь тоже речь идет о том, что вот у вас сейчас настолько все непредсказуемо. Возможно, даже есть попытки, да, позвонить, написать все-таки либо с его, либо с вашей стороны, но никто не хочет, я говорю, разговаривать, потому что обиды много. Много вот чувство идет, что ошиблась, что это не тот человек и несправедливо что-то произошло. Давайте на оракуле мелодии сердец посмотрим к мечам, потому что почти все мечи, да. Вообще карты говорят о нестабильности между вами, и очень у вас мыслей много друг о друге, да, думаете вы однозначно друг о друге, но это очень тяжелые мысли, это мысли, когда не видите выхода, и избавиться от этого не можете. От этих мыслей, я имею в виду, от этой привязанности, от этой боли. Ну, говорю, вы переживаете очень сильно. И вы не можете понять, знаете, вот лично для вас, да, как вообще такое могло произойти. Вот вы не ожидали, и говорю, скорее всего, с его стороны был какой-то поступок, который очень вас обидел. Тут может и предательство быть, и треугольник, ну, то есть измена, да. И просто человек причинил, возможно, боль, которую вы от него не ожидали. Такого поступка, точнее, да. Почему? Потому что у вас завязался уже крепкий союз. Либо только-только вы начали укрепляться. То есть рассвет пошел в ваших отношениях. Смотрите, какая большая крона, да, то есть все, ну вот, как бы и фундамент появился, и дальнейшее будущее, уже планы пошли на будущее. Но затем, я говорю, произошло, что либо он втянулся в какую-то интригу, да, решил поиграть и заигрался, и этим вас очень обидел, да, в прямом смысле. То есть он это неосознанно мог сделать, в каком смысле, да, я имею в виду, что раз я пойду, что-то попробую, да, по поводу, ну,
схожу на свидание, пообщаюсь с девушкой, да, я здесь говорю в прямом смысле, может быть, физической измены не было, возможно, с кем-то в интернете переписывался, познакомился, да, и для вас это было ударом. Для каждого, ну, как говорится, для каждого предательства по-разному может быть. А также он мог в прямом смысле, когда была на нем какая-то ответственность, просто отнестись к этому очень легкомысленно. И из-за его поступков и дальнейших последствий создались вот проблемы между вами очень серьезные. Но вы держитесь на воспоминаниях, потому что, я говорю, возможно, вы начали вместе жить, вы, может быть, и в брак вступили, да, то есть все начало укрепляться. Но сейчас вы понимаете, что все рушится между вами. Причем рушится так, что, Юру, вы не можете понять, как это исправить, как изменить. Давайте мужчину посмотрим, увидим причины, почему он так поступил, да. Мужчина. Ну, он отдалился от вас. Говорю, причина в чем может быть? То, что вот он сделал, либо он отправился туда, от вас отдаляясь, да, отдаляясь, и начал вас терять. То есть его поступок мог связан быть с какой-то дорогой также. Возможно, он куда-то поехал, там что-то произошло. Но он отдалился первый от вас. И сейчас я говорю, вот по этой карте могу сказать, что ни он, ни вы как бы не пытались найти какой-то компромисс, вы не можете. Я говорю, потому что есть и обиды, и недосказанности, тайны есть какие-то. Ну, я хочу сразу сказать, он с вами расставаться не хочет. Вот у него идет то, что он вас любит. Во-первых, сразу карты говорят, помните о стабильности. Да, это древо, и двойка кубков подтверждает, что между вами очень сильная связь. Вы любите друг друга, и несмотря на то, что сейчас между вами расстояние, он отдалился, он вас любит. Вы для него настоящая половинка, вы для него та женщина, с которой он хочет как бы быть. Он защищает сейчас себя, защищает ваши отношения, чтобы они не пришли к концу, потому что он понимает тоже, что в принципе сейчас все у вас уже идет к этому. Ну, скажу, да, что сыграла роль в ваших сейчас, да, вашей связи, в ваших отношениях сыграла роль треугольника. Что скажу, что, возможно, это другая женщина, но я иногда говорю, точнее, часто это повторяю, что бывает обстоятельства, когда мужчина ставит на весы какую-то возможность, какой-то шанс в своей жизни, думая, что вас не обидит, но сделает как бы для нас это будет хорошо, сделает какой-то поступок, который реально вас разбивает, понимаете? То есть выберет долгую командировку, там, где вы не сможете, да, на него рассчитывать, его не будет рядом, либо решит что-то без вас очень серьезное, касающееся вашей жизни, в пользу обстоятельств, в которые он готов, как говорится, отправиться, да, и вас это тоже разбивает. И вы надеетесь на шанс, понимаете, в чем дело? И он надеется на шанс, он надеется на шанс, то, что вы сейчас к нему охладели. Вот сейчас ваш сигнификатор вышел, потому что показали вас, вы к нему реально охладели. Вы сейчас закрываетесь, вы не хотите с ним разговаривать. И вы тоже от него отдалились очень сильно. Но он прямо хочет этот шанс получить на то, чтобы хотя бы с вами как-то попробовать возобновить все заново. И встречу он тоже с вами ждет. Но он понимает, что сейчас вас покорить будет тяжело. Потому что вы прямо, ну, приняли для себя решение, что даже вплоть до развода, до расхода, и уже хотите поставить точку. Вы еще не поставили ее, но уже на 80% приняли это решение. То есть, я говорю, вы любите друг друга. Смотрите, это еще одна карта, говорящая, то есть третья уже карта, которая говорит о вашем крепком союзе, да. Возможно, давно уже все создавалось, и, как говорится, встретил как будто родственную душу, да, ну, то есть формировалось все в ментальном плане, я имею в виду, и вот вы встретились, и вы реально поняли, что это тот человек. Но сейчас, я говорю, вы приняли решение, что я хочу это прекратить.
Еще идет такое, сейчас вот о вас карты говорят, то есть не только о мужчине, а именно о том, что вы хотите, чтобы он получил по заслугам. Вы прямо вот ждете моральной мести какой-то, вот отмщения за свою боль, за свои слезы и страдания. Это ваш как бы карт-бланш на будущее. То есть вы считаете, когда он получит свое, вы его бросите, да, и уйдете, уже точку поставите, он, ну, получит по заслугам, да. Дело в том, что он, говорю, сдаваться не собирается. Несмотря на то, что вы к нему сейчас пытаетесь вот это все показывать, он объявится в ближайшее время. Давайте посмотрим его мысли. Сейчас будем разбирать откровенно, что он вообще наделал, да, и что он думает о ваших отношениях сегодня, да. Ну, он чувствует себя, ну, очень печально, скажу так, в плане того, что, во-первых, я говорю, он, вот что скажу сразу об этом мужчине. Это мужчина бы мог просто отвернуться, ну, хорошо, ты решила со мной расстаться, принять, я виноват и уйти. Он не хочет сдаваться. Он не просто сидит, у него реально сейчас есть какие-то идеи, планы, как вас вернуть, как попытаться хотя бы с вами найти какой-то контакт, но не так, как что вы, может, трубки бросаете от него, не читаете смс там и так далее, да, а именно все-таки как-то оказаться там, где вы, допустим, будете в этот момент, чтобы с вами встретиться. И он надеется на то, что у вас внутри же еще есть чувство, и вы не можете быть долго такой холодной, потому что он знает, что вы не такая, понимаете? Вот он сейчас ищет такого момента. Потому что по восьмерке кубков он чувствует, что если он сейчас ничего не предпринят, он вас потеряет, потеряет навсегда. Он уже ощущает внутри вот эту скорбь по вам. Как и вы, в принципе, по тройке мечей. Но вы по тройке мечей ощущаете боль и страдания, а он именно, что весь мир тоже рухнул для него. Он очень-очень много думает. Вот смотрите, во-первых, вы вышли уже одной масти. Здесь вот тоже король мечей, он вышел. И он очень много, я говорю, размышляет и думает. Сейчас он озабочен только одним. Как выйти к вам, как обновить эти отношения, как дать вам понять, что ему нужен шанс, чтобы доказать, что вы ему нужны. Вот так получается. То есть, если бы здесь карты по-другому легли, я вам сказала, что у него была другая женщина, и что он из-за нее, да, как бы пошел в другую сторону от вас, отдалился. Но здесь именно скорбь по вам. Потому что он вас видит. Вот я, помните, перед этим сказала, что он знает, какая вы настоящая, что вы не королева мечей. А я говорю, он надеется на этот шанс, то есть его мечта сейчас вас развернуть с чувствами к нему, какой вы были. А думает он о вас очень много. И думает именно о том, его сейчас желание, говорю, не потерять вас. Вот в прямом смысле. Это и только его мысли. Он, смотрите, как напряжен. Он готов на очень многое. То есть здесь карта завоеватель, карта короля мечей. То есть это очень серьезно сейчас его намерение. Давайте посмотрим его мысли. Чувства, извините. Давайте посмотрим его чувства. Хочу посмотреть, как они с мыслями пересекаются. Ну, что хочу сказать про чувство страхов. У него, говорю, очень много сейчас по поводу вас. Это неизвестность, это и ночные вот эти вот на кухне посиделки, да, когда человек сидит, много думает, не может уснуть о том, что он натворил. Что между вами произошло, он об этом думает, да. Кто вы для него? То есть для чего я вообще все сейчас в своем мире все потеряю вообще? Ну, то есть задает себе вопросы, пытается заглянуть в свой внутренний мир, вообще в свою жизнь. Будущего он не видит никакого, потому что он не знает, если честно, как вы отреагируете. Он горит вами до сих пор, но, скажу по двойке жезлов, здесь, я говорю, инициатив очень много. Планы продумывает. По тем картам, говорю, у него очень много думок и желания прямо к вам бежать и как бы выпросить еще шанс.
но его останавливает страх вот на данный момент, что по любви идет, да, по чувствам, его останавливает в первую очередь страх. Страх, что вы его больше не примете. Да, потому что смотрите, как карты пошли рассказывать, да, о его чувствах. Тут мы уже двойку кубков видели, поэтому здесь больше уже углубляется в то, что не только чувства, а вообще он не видит без вас дальше жизни. Потому что он понимает, что сейчас все летит в тартарары, и в глубине души он где-то понимает, что вы его не примете уже. И не дадите ему этот шанс. Но по тройке жезлов, я говорю, он прямо видит, что сейчас, если все рухнет, а дальше-то я как без нее жить буду? Я без нее не справлюсь. Но я говорю, он уже понимает, что он поступил неправильно и получает по справедливости. Но очень ждет от судьбы шанс, чтобы доказать какое-то объяснение, да, дать что-то. Ну. Давайте посмотрим, что он сделал вообще конкретно, чтобы вам было понятно, что мужчина сделал тем, что обидел свою женщину по тройке мечей. Что он сделал? Поступок, решение его, что? Вас обманул. Причем, где у нас тут вышел туз пентаклей в этом же ряду? Вы знаете, вы увидели, говорю, в нем то, что вы от него не ожидали. Вот я говорю, как я вам вначале сказала, был какой-то такой момент, когда вот вы вообще с ним жили, все укрепляли. Вы его таким не знали, я скажу так. И проявил это ради своего удовлетворения. Ну и вам, естественно, об этом не сказал. Возможно, был роман. Возможно, он сказал вам, что поехал в командировку, сам поехал с другой женщиной проводить время, да. Либо у вас были планы на это время, он вам сказал, что это важно, нужно сделать так вот, а сам, ну, веселился, отдыхал, да. То есть и такое может быть. Или вы узнали о том, что, я говорю, его ложь вас довела просто до разбития сердца, вот так. Но он вас обманул, это однозначно. Треугольника я не вижу именно, поэтому про женщину я вам просто говорю, у каждого может проиграться по-разному. Это может тоже как женщина выйти. Как бы шанс на, ну, интрижку, да, развлечься там, если он где-то был на расстоянии, куда-то в поездку поехал. Здесь не обязательно Пальма и море, это может быть другой город, да, или другой район города по работе, он мог там находиться. Что-то, допустим, с ней там как-то пересечься, да, но это также, говорю, могут быть обстоятельства, которые он перед вами носил маску, вы считали его прям чуть не святым человеком, а когда вы узнали, что он делает, вас это вергло в шок. Ну, потому что он, говорю, перед вами играл, маску носил. Поэтому, помните, там у нас игра вышла. Я вам говорила, что заигрался. В клетку попал собственной лжи, собственной картины мира, да, которую он вам рисовал, в который мир он вас как бы только допустил, а все остальное вы могли про него не знать. Ну, какое-то долгое время он вас мог обманывать. Да, открылась тайна, вы узнали. Узнали, могли от кого-то узнать. Возможно, случайно произошло так, что вы наткнулись на что-то дома, да, либо на какую-то информацию рядом с вами, где вы прямо поняли и даже не поверили сначала, что такое вообще возможно. Я не могу вам сказать конкретно, чего это касается, но это, ну, вот информация идет либо о другой женщине, с которой серьезного там ничего нет, я могу сразу вам это здесь видно, и либо что-то связано с тем, что Грон от вас скрывал. Это касается его жизни. Он не хотел, чтобы вы об этом знали. И для вас это тоже было ударом. Потому что вы видели его как-то немножко по-другому в своей жизни. И это вас разбило. Та тайна, которая открылась перед вами, вы просто впали вот в транс. А он был в шоке от того, что вы узнали. Давайте посмотрим. Знаете,
Как он вообще видит отношения с вами на будущее? Говорю, он ждет шанса, он прямо свято верит в то, что он сможет все восстановить, потому что он так же, как и вы, понимает, смотрите, в том же ряду вышли, там были двойки кубков, если помните, древо, да, и вот сейчас выходят влюбленные. Это когда-то карты ложатся, это говорит о том, что, говорю, у вас вы не просто так встретились. Это судьбоносные отношения, возможно, кармические отношения, которые... Ну, как кармические, это тоже судьба, да? Возможно, нужно что-то закрыть и отработать с этим человеком. Сейчас будем смотреть. Но он шанс ждет. И чувствует себя прямо, ну, вот, дураком. Смотрите, вышли пажи и шут. Во-первых, он... Ну, он не знает. Он вообще ничего сейчас не знает, что делать. Обгадился, как маленький ребенок. Сидит и надеется где-то на вашу справедливость, на вашу... Что вы разрулите, во-первых, он надеется эту ситуацию где-то в глубине души. Говорю, сдаваться он не собирается, отпускать вас не хочет. Возможно, будут от него и звонки еще, и письма, и приезды, и где-то будет вас караулить, и, возможно, ждать вас может возле работы, возле дома. В общем, человек прилипнет к вам, скажу так. Ну, таким словом, наверное, подобрать. Дальше. По поводу пажа жезлов здесь инициативы-то много, но тут еще идет, знаете, какая информация, что вот я вроде сказала вам, да, что он понимает, что вы для него родной человек, и там у вас проглядывается просто вся эта связь, но, возможно, он недооценил. Вот его поступок был параллельно тому, что он не осознавал, насколько вы ему дороги. И сейчас выбор тоже стоит. То есть он понимает, либо все отпустить надо и жить дальше, либо попробовать все-таки как-то еще слепить то, что можно слепить, что разрушилось, склеить. Он хочет попробовать заново с вами все, но уверенности маловато. И осознание того, что, говорю, он понял, что вы для него что серьезное, но здесь я не могу сказать того, что в будущем он опять не поступит малодушно и безответственно по отношению к вам. То есть опять я сделаю что-то такое, ну, ничего страшного, она меня простит, потому что она-то, ну, как бы серьезная женщина в моей жизни, а это все так, игра. Повеселиться мальчик захотел. Я говорю, выбор, налаживание моста. То есть, либо сейчас с вами примириться, карты подтверждают, а вы, говорю, не хотите этого. Вы обижены на него очень сильно, и он это знает. То есть, у него есть вариант либо сейчас вас оставить в покое, либо пытаться примириться с вами. То есть, говорю, да, он об этом и думает. Ну, вы здесь обиделись, он-то... Ему не на что уже, как говорится, обижаться. Давайте посмотрим перспективы ваши на будущее. Вообще посмотрим для вас. Вот сейчас хочу, чтобы вы понимали, да, любовь между вами есть. Серьезные уже отношения завязались в свое время, да, то есть надо было им просто дальше укрепляться, но он здесь выкинул какие-то моменты, которые вас сейчас просто поставили, не вас перед выбором, его перед выбором. Выиграли для себя уже большую часть, 80%, повторюсь, решили, что вы хотите этого человека оставить и уйти из его жизни. А вот он-то за вас цепляется. Давайте посмотрим перспективы будущее между вами. Вы знаете, он будет добиваться вас сейчас любым путем. Он будет использовать все варианты, все шансы. Я говорю, как я вам сказала, говорю, поджидать вас, звонить, писать, я не знаю, в общем, завоевывать как только это можно. Он, говорю, прорабатывает это все, он будет думать, как вам доказать, что вы его женщина. У вас сейчас начнутся изменения между вами, очень колоссальные, он начнет двигаться. Во-первых, он признает, да, он признает свою вину, свою
Как бы он, знаете, был такой момент, он не понимал, а что такого серьезного я сделал, да, что она так вот отреагировала, ведь я ее люблю, и все хорошо, но я говорю, с вашей стороны, вы сейчас слушаете, вы думаете, да, и понимаете, о чем я говорю, потому что, говорю, у каждого по-разному может быть разбито сердце. И он считал, что он-то на коне, но как бы он не сопротивлялся, он признает то, что он проиграл. Проиграл. В каком плане? Он не то, что с вами боролся, он боролся сам с собой, он не мог признать, ну я же как бы мужчина, я там поступил, я посчитал нужным, он не мог признать ваше превосходство в том, что вы правы, на 100% правы. Вот это вот у него было. И сейчас он, говорю, вот это вот у вас начнутся изменения, он прям признает. Причем признает это глубоко, не только головой. Потому что по королю мечей он где-то еще и репенится в плане того, что, ну, я буду ее завоевывать, ну как это принято, да, пусть она, почему я говорю, пусть она меня простит, а там как бы я буду дальше жить. И, возможно, что-нибудь выкину еще подобное. Но сейчас, я говорю, он признает, что подобного выкидывать нельзя. Что он поймет, наконец-то, в чем вообще глубокая причина вашего расхода уже. Вы его сильнее. Он хотел подчинить вам, доказав то, что вы, ну, вы женщина, вы должны его поддерживать, должны молчать в каких-то ситуациях. Если он принял решение, да, уже обдумав там касающиеся его работы или каких-то идей, или движений, или поездки, да, какой-то, вы должны с ним согласиться. Но вы не согласились. Вы отстояли свою границу, и он перед вами прогнется. Если вы его пустите, конечно. Ну, будущее. Ну, вот карты. Что я хочу вам сказать по поводу вас. Вы выждете, да, какой-то период, когда начнет проявляться, вы можете его простить. Но, как я вам и сказала, ссора, возможно, будет следующая уже не за горами, потому что человек опять начнет вами манипулировать, человек захочет подчинить вас себе, потому что вы для него ресурс. Ресурс женщины, которая женщина должна для него все делать в большую степень. Но он любит, но каждый же любит по-своему, да. И вышел вампир. Он ждет, то есть вы, в принципе-то, уже будете готовы в будущем его простить, когда он начнет вас завоевывать. Мы смотрим развитие событий, да, если не забыли. То есть он к вам подъедет на белом коне, сделает все, зная ваши все, как говорится, привычки, да, что вы любите. То есть он начнет на это давить, скорее всего. И опять завоевывать вас. Вы растаете. Возможно, уже и простите его. Но я говорю, помните о том, что этот человек может не измениться до конца. Он осознает глубоко. Но сейчас посмотрим, стоит ли вам вообще прощать его. Вот я хочу вот до истины докопаться, да. Поймет ли он то, что вот я вам сказала выше, да, что глубоко поймет, в чем причина, что вас нужно уважать, надо ценить наравне с собой. И даже где-то прислушиваться к вашим советам, потому что у него настолько кумейки в голове не хватит. У вас больше силы. Он инициатор. У него много в голове идей, у него много всего, да, то, что он хочет воплотить в жизнь. У вас опыт, вы знаете, как вот по женской силе, по женской энергетике и по интуиции вы чувствуете, что сработает в его жизни, а что нет. Возможно, на этой почве у вас произошло, что он очередную свою малодушную идею закинул себе в голову и решил, возможно, пожертвовать деньгами, вашими какими-то общими накоплениями, да, идет здесь что-то, то, что вам было дорого. Он мог так поступить, что вас не послушать и двинуться, говорю, вот куда-то воплощать свои идеи. Она же все равно под моим контролем, но это оказалось не так. Возможно, не первый раз у вас уже было, когда он так делал. Вы устали и поэтому хотите поставить точку. Потому что вы очень сильные. Давайте посмотрим, стоит ли вам его вообще простить. Знаете, идет такая информация, что вот у вас, ну, как бы все равно будут все эти страхи и мысли приходить, да, и одиночество, что все-таки он же меня любит. Я бы хотела с ним как бы попробовать еще раз
По 9 мечей у вас здесь будут колебания, будет тревога в тот момент, когда он к вам опять такой весь добрый, хороший проявится. Я говорю, возможно, вы его захотите простить или простите. Но смотрите под вампиром, как дьявол вышел. Это, понимаете, такая смесь, когда человек готов пойти на все, одеть разные маски, добиваясь своего. Но какой ценой и для чего он это делает, понимаете? То есть вот это вот его, то, что в нем сейчас проявится, пока он будет вас добиваться и все остальное. То есть, во-первых, скажу по этой карте, что глубоко он понял, да, что нужно прогнуться и прогнется перед вами, но со временем, возможно, в нем это вызовет комплексы такие, что он будет вот такой снаружи типа, да, а внутри будет вот такой вот с ним твориться. Вот это вот очень печально, скажу так. Почему? Потому что если бы здесь вот за него вышла бы светлая карта, было бы прямо прекрасно. Или хотя бы дьявол потом в конце, я бы вам объяснила, что из-за зависимости здесь ваших пороков, так сказать, да, вы не можете найти решение в будущем, что нужно убрать. А здесь получается, что он выходит между его эмоциями. Как бы он ни попытался дальше действовать, у него вот такое все проснется внутри. И это не есть хорошо. Причем вы потом поймете, что любит-то он уже вас не так, как раньше. Ну, король чаши, Паш, это как бы охватившее его вот это все, вот, все, что останется от него. Вот так. Ну, чтобы вам понять не было, все, что останется от его истинной любви, в итоге придет его съест изнутри. Он человек-манипулятор, этот человек хочет руководить. Этот человек очень прилипчивый к вам сейчас будет. И вот это тоже одна черта, когда человек не дает выдохнуть. Может быть, вам нужно просто было подумать, успокоиться, вы бы пошли с ним на разговоры, на встречу. Но он не хочет ждать. И по магу сейчас, и по дьяволу, я скажу, что человек-манипулятор очень часто носит маски. Там двухличие вышло. Любовь-то есть, я говорю, ну, любовь у каждого по-своему. И вот он будет. И у вас не зря, говорю, где-то внутри по интуиции вы думаете, что если я его прощу, опять это повторится. И это, возможно, повторится не так, а еще хуже. Давайте на оракуле посмотрим на дьявола, что у нас там. Стоит ли вам его прощать? У нас был разговор. Угу. А теперь мы смотрим по поводу вас. Что у нас здесь говорят карты? Во-первых, у вас появится новый мужчина в жизни. Мужчина вами будет заинтересован с открытым сердцем. Может, какие-то новые будут приятные эмоции уже с этим парнем, да, с этим мужчиной. Вот тогда в нем начнет вашем, о ком сейчас идет речь, проявляться вся вот эта сторона. Из-за ревности, из-за чувства собственности, в первую очередь, а не любви, он будет сходить с ума. С тем мужчиной, я говорю, надо быть аккуратнее, потому что он, возможно, оденет опять маску, говорю, и проиграет так все это, что вы будете вместе, все будет хорошо, все как раньше уже не будет, это однозначно. Ну, что я хочу сказать по поводу вот все-таки, давайте вот так 3 ряда этих открою, еще раз вам объясню. Что хочу сказать по поводу вашего мужчины. Во-первых, прощать вам его или нет, выбор за вами, но скажу, что по картам вам советуют отстраниться сейчас от него. Побыть в одиночестве, возможно, провести, да, с каким-то мужчиной время, возможно, вы его уже знаете, возможно, он есть в вашем окружении, который вам симпатичен, приятен. Сходить в кино, там, пообщаться с ним, просто, ну, если вы этого хотите, конечно, побыть с другим мужчиной. Этот мужчина к вам искренне относится и с чистым сердцем. Вот что хочу сказать. Либо если только-только встретите, то тоже как бы не отталкивайте его сразу. Дальше. Потому что у вас должно все восстановиться. Сердце в первую очередь. Вам он очень много боли причинил. И сейчас вам надо наполнить. А наполнить вы сможете, когда вы отдалитесь от него, побудете в своем мире, поживете для себя, сможете защитить свои границы. И если вы его простите, я могу вам сказать, что в следующий раз вот
от любви до ненависти один шаг. Вот, возможно, у него будет проявляться так, что если вы его простите, да, никто не даст гарантии, что он, может быть, конечно, так себя не проявит. Ложь опять, злость, дьявол, да. Может быть, он просто будет вами манипулировать и дальше. Потому что, я говорю, у него цель, чистая цель, это вампир и дьявол. И маг, это манипулятор. Как бы я ни хотел, я признаю, но потом, говорю, все вернется на круги своя. Он не пройдет трансформацию сознания чистого, понимаете? Тут не было ни Иерофанта, не было ни смерти, вообще не было ничего связанного с трансформацией, вообще не было старших арканов, отвечающих за эту сферу. Поэтому, я вам говорю, в большинстве случаев это вернется обратно. И он опять выкинет что-то. А вот если вы сейчас с ним поддержитесь на расстоянии, будет мужчина, он еще больше обозлится, что вы с ним так обошлись. То есть в любом случае, я говорю, от него ничего хорошего ждать не приходится. Что в будущем, если вы сейчас его простите, что если вы с ним позже сойдетесь. Давайте посмотрим для вас. Если вы с ним расстанетесь, что вас ждет? Что ждет вас, если вы с ним расстанетесь? Ну вот смотрите, вот ваше сердце сейчас, по 4 мечей, там по 3 мечей, вот ваше состояние, что вас ждет? Вас ждет ваша судьба. Вас ждет мужчина, который будет с вами. Помните, я сказала, что его злит и бесит то, что вы не подчиняетесь ему. А вы хотите быть вровень, вы хотите делать все вместе с мужчиной, хотите воплощать с ним все свои мечты, его и свои, да, совместные мечты. То есть не каждое одеяло на себя тянет и говорит, я здесь глава семьи, я там прав. Или, ну, в общем, вы поняли. Жить в компромиссе, в гармонии, в доверии. Но не каждый говорит я, а мы. Вот там вы будете счастливы. Вот почему вы смотрите этот расклад, потому что, я говорю, вас мучает то, что вы вроде там-то чувствовали, что уже стало завязываться, любовь там была, я говорю, ну любовь это разное понимание. Некоторые живут по дьяволу и считают, что это любовь. А там нечем помочь уже, понимаете? Поэтому что вас ждет? Вас ждет ваша судьба. Настоящий ваш мужчина. Смотрите. Я не буду больше докладывать карты. 9 кубков, 10 пентаклей. Исполнение вашей мечты, той, которую вы хотели, ту семью, настоящую семью, а не игры, которые устраивают. Там, где гармония, доверие друг к другу. Возможно, дети будут, у кого, да, их сейчас еще нету. И наполнение. Подумайте о себе сейчас. Иногда надо подумать о себе в первую очередь, что есть причины, почему вами пользуются, почему вас кидают, обманывают и так далее, да. Не хватает любви к себе, не хватает уважения к себе. И вот эта карта говорит как раз, ты подумай о себе. Побудь эгоисткой немного, перестань раздавать свой потенциал просто так налево-направо. Так что вы правильно думаете о том, что да, наверное, уже к концу расклада все 100% идет к тому, что вам лучше того мужчину отпустить. И на его уловки не поддаваться. Ничего хорошего он вам уже не принесет. У вас абсолютно другая судьба идет. Ну вот так сегодня говорят карты. Я благодарю вас, что зашли на мой канал, смотрите мои расклады. Пишите, обязательно пишите комментарии, потому что это очень ценно и важно для меня, и для развития канала помогает. И иногда в комментариях я вижу, да, что человеку нужно еще что-то подсказать или помочь, если что-то он услышал в общем раскладе. Я всегда отвечаю. С вами была Лика. До скорой встречи.